Аид и Персефона. Аид покидает темное царство так редко. Солнечный свет и аромат цветов не может его удивить и обрадовать. Он с равнодушием смотрит на все живое. Но красота природы бессильна перед женскими чарами. Все изменилось, когда Аид увидел дочь Зевса и Деметры, юную Персефону. Ради нее он был готов вернуться на поверхность земли вновь. В тот день, затаив дыхание, покровитель мрака наблюдал за движениями прекрасной девы, которая собирала цветы. Не в силах совладать с собой, он подхватил Персефону и унес в подземное царство. Пропажу на Олимпе обнаружили быстро. Разгневанная богиня-мать отправилась на поиски дочери. Скитаясь по небу и земле, она опросила всех, кто встречался ей на пути. Боги и нимфы молчали. Люди тоже боялись дать какой-либо ответ. Молчали даже птицы. Отчаявшаяся Деметра встретила на пути Гекату. Это могущественная богиня, которая живет сразу в двух мирах — темном и светлом. Она властна над человеческой жизнью днем и в то же время запугивает людей ночью, указывая им путь в мир мертвых. Геката слышала, как Персефона звала на помощь. Но из какой стороны доносился этот жалобный крик, она не знала. Тогда таинственная покровительница лунного света отвела Деметру к Гелиосу. Бог солнца не промолчал. Имя Аида раскрыто. Невозможно было успокоить материнское сердце Деметры. Она погибала от горя. И заявила, что покинет Олимп, если Аид не вернет ей дочь. Но что случится, если она исполнит свое обещание? Людей ждет голод, ведь Деметра — богиня плодородия. Сила материнского страдания заставляла природу увядать. Не было сильнее связи, чем та незримая нить, что соединяла Деметру с дочерью. Началась засуха, земля не приносила плодов, и людям нечего было преподнести в дар богам. Тем временем Зевс не мог найти себе места. Ведь он знал все с самого начала, но даже не представлял, какими последствиями может обернуться его сговор с братом, повелителем мертвых. Бог всех богов лично дал согласие на союз со своей дочерью, но теперь жалел о принятом решении. Громовержец отправил вестника Гермеса к Аиду. Тот попытался уговорить владыку подземелья пойти на уступки. Он убеждал темного властелина в том, что если все люди погибнут от голода, то и богам незачем будет существовать. Повелитель тьмы согласился вернуть Персефону, но только на его условиях. Есть одно правило, которое нельзя нарушать. Тот, кто отведает пищу мертвых, навсегда останется под землей. Гермес задал вопрос Персефоне: съела ли она хоть что-то в подземном царстве? В ответ юная красавица утверждала, что была слишком опечалена и не могла ничего есть. Аид разрешил ей отправиться к матери. Но только нога девушки ступила в колесницу вестника богов, как явился Аскалав, садовник царства мрака. Он прокричал, что Персефона лжет. Она съела 7 зерен граната, сорванного в
подземелье. Дочери богини плодородия придется остаться в царстве мертвых навсегда. Таков закон. Диметра сходила с ума и была готова заморить голодом смертных. Она осыпала землю проклятиями, превратив ее в пустыню, а заодно и доносчика Аскалафа превратила в отвергнутую птицу. Ему отныне суждено было жить в обличии филина. Зевс опечален. Он созвал Олимпийский совет, на котором было решено, что Персефона будет проводить треть года в подземном царстве и 2/3 наверху с матерью. С тех пор в месяцы, когда мать и дочь в разлуке, на земле ничего не цветет. Все ждут прихода весны. Все ждут Персефону. Но как же ей самой в подземном царстве? Ведь она оказалась там против своей воли. Какие чувства прекрасная девушка испытывает к пугающему Аиду? Теперь она законная царица темного мира. Персефона молода и красива, при этом будто заточена под землей, обречена на вечные муки. Хотя ведь и судьбу Аида решил жребий. Поэтому в паре царит полное взаимопонимание. Когда повелитель тьмы находится вдали от любимой Персефоны, он адски тоскует и вновь погружается в свои мрачные мысли. Его, как и прежде, боятся, но, кажется, напрасно. Теперь даже владыке мира забвения известно, что такое любовь. Нет сомнений. В глубине души Персефона сразу же пожелала остаться под землей, и именно поэтому съела те самые зерна граната, подаренного ей Аидом. Мрачную красоту этой взаимной привязанности невозможно понять или объяснить. Ее можно лишь ощутить в тот момент, когда первые зеленые ростки пробиваются из-под земли после долгого холода.